Подходит к концу второй день группового этапа турнира The International, и сейчас мы пообщаемся с Ярославом Кузнецовым, также известным как НС. Скажи, ты доволен работой студии своей на данный момент? Ну, студия не моя, студия общая у нас. Да, доволен. Ну, как мы стараемся выдать свой максимум. Вот что получается, то получается. В целом, вроде хорошо. Ты уже, в принципе, рассказывал в своем предыдущем интервью о том, как это все получилось, к чему вы стремитесь. Вот, собственно, к чему вы стремитесь? Сравниваете ли вы себя с англичанами или же у вас какой-то другой путь развития? Ну, чтобы было понятно, у нас такая ситуация в СНГ, вот студия аналитики. У нас нет никакой студии аналитики как факта. То есть я работаю, например, в Virtus.pro, занимаюсь там своими делами. Ну, Иван Факер, например, тоже. Дред играет в Hellraiser, Смайл, в принципе, сейчас ничем особо не занимается. Егор, в принципе, тоже сейчас вот ничем особо не занимается. То есть мы такое собрание... ну и Женя, вот, No Point, он работает на Review TV. Мы такое собрание людей, которые у нас нету какой-то своей организации. Мы вместе работаем только один раз в году на данный момент. Ну, или, может быть, еще там вот каких-то турнирах, на которые нас приглашает, ну, скажем, StarLadder. Там, например, есть студия аналитики, и мне там Вилат пишет, и говорит, поедешь? Я говорю, ну что, поехали. Ну и получается, что мы максимум за год в разных составах, там примерно только похожих, мы, может быть, поработаем 3-4 раза, и потом приезжаем на International, где мы как бы опять работаем. У нас нету плана работы изначального, у нас нету какого-то бюджета, может быть, на нашу работу, у нас нету как бы возможности даже готовить свою работу, потому что нам за нее весь год не платят. Мы не получаем работу за то, что мы занимаемся аналитикой по итогам на International. То есть, естественно, весь год мы должны чем-то другим заниматься, каждый своим, для своей организации, для своей компании, еще чем угодно. И в итоге мы как бы приезжаем на International и пытаемся в кратчайший срок, прямо здесь, по факту, или, может быть, начиная там прорабатывать за недельку буквально, просто чтобы еще было понятно, инвайт окончательный, визы и так далее, все решается за неделю буквально до того, как ты тут окажешься. Поэтому вот мы начинаем это как-то решать, и вот что порешали, то и получилось. Англоязычные студии, они все-таки немножко на уровень выше нас в этом смысле, потому что у них есть несколько студий, у них есть действительно люди, которые работают, занимаются аналитикой фактически профессионально, им за это платят вот в своих, так скажем, местах работы деньги, и это их есть работа. У меня нет такой работы аналитик. Я этим занимаюсь, как-то так вышло. Так-то я там занимаюсь созданием видеоконтента на Virtus.pro. А в англоязычной студии есть там Нахас, например, есть Мерлини, которые ездят в год там по десяткам турниров и только этим и занимаются. Поэтому, сравнивать с ними я бы нас просто не стал, ввиду того, что, пока мы не обладаем такими возможностями. Я надеюсь, что, может быть, с приходом мейджоров и возможностью чаще работать одним и тем же кругом лиц, одной и той же группой, мы сможем расти. Хорошо, сразу два вопроса у меня возникает. Первый вопрос, ты сказал про круг лиц. Вот как отбирались люди в аналитику? Потому что я знаю, что там, к счастью, сейчас все команды поехали в Сиэтл, но если бы там, допустим, Нави не прошли или там еще кто-то не прошел, то, возможно, бы там многие люди могли бы поехать. Вот кто это выбирал и как это все решается или там будет решаться на будущем? Что ж тут греха таить, выбирал я, выбирал там Вилат, выбирал там еще пару человек, выбирали, все это дело утверждали Valve, естественно, и, так скажем, не всех они утвердили, то есть у нас были еще несколько кандидатов, которые, по мнению Valve, не прошли, отбор, то есть они не настолько медийные, не работали где-то там в этой сфере весь год, и не за что, грубо говоря, их было звать. То есть, почему именно такой круг лиц? В принципе, я думаю, вопросов особо никому возникать не должно. Егор Жотом, мы его как-то, он покинул профессиональную сцену на данный момент, мы его привлекли на квалификации, там, где мы, в принципе, могли решать, кого угодно привлекать, там Valve к этому особо отношения не имели. Там он отработал, на наш взгляд, очень хорошо, поэтому, естественно, он получил заслуженное приглашение на сам International. Дред получил инвайт, потому что он нереально медиин. Что поделать. То есть, действительно, мы тут работаем на комьюнити и заботимся о том, чтобы комьюнити было интересно нас смотреть. И, конечно, помимо там профессиональных качеств, еще каких-то, хотя Андрей
профессиональный аналитик вполне себе. Очень здорово держится он перед камерой, получше меня так уж точно, и вообще молодец. Но помимо этого, естественно, у него огромнейшая аудитория. Как мы можем это проигнорировать? Я думаю, там, если не каждый пятый, ну, каждый 10-й зритель на стриме, он ждет вот появления Дреда. Ну, естественно, ради такой аудитории мы не могли его не позвать. Тем более он является профессиональным игроком, а значит, действительно, по текущей мете может сказать правильные вещи. Там вроде бы он себя даже уже пробовал в роли ведущего. Пробует. Я думаю, в конце он, возможно, заменит всех уже, останется один на диване, его харизму трудно перебороть. Талантливый человек, талантлив во всем. Во всем. Хорошо, а представь себе, что вот у тебя есть много-много денег, ну не знаю, там пускай будет Сейчас бы много денег. 1100, да, вот, которые ты мог бы потратить на студию аналитики, которая бы там все что угодно делала русскоязычное. Вот что бы ты взял и улучшил? Как бы ты потратил этот ресурс, использовал? Ну, как бы единовременно получение 100 тысяч, я боюсь, что я использовал бы не на студии аналитики, но если представить, что у нас наш вот РУ-хаба, так скажем, который... то есть дело не в деньгах, не в нехватке денег. В принципе, ресурсы. Да, в принципе, Valve нам тут все сделали нормально. Может быть, нам не хватает немножко людей, потому что у нас, получается, практически люди работают целый день, там, от 10 до 14 часов, и я не жалуюсь, я не говорю, что, ого, мне пипец тяжело. Просто это, ну, мы не можем в течение 14 часов выдавать, ну, как бы адекватно себя вести элементарно, ну, ты просто сильно устаешь. И, на мой взгляд, конечно, замены было бы неплохо, чтобы у нас было как бы 2 пачки таких аналитиков. Вот это, может быть, нам немножко не хватает, но, в принципе, у нас нормально. Все, тут дело не в нехватке каких-то ресурсов конкретно здесь, а именно в том, о чем я вот уже сказал, в нехватке какой-то организованности. Если бы нам, скажем, образно, Valve бы сказали: так, ребята, вот вы все, кто здесь, или там не все, а какая-то часть, но будете работать на мейджоре в ноябре, там, в феврале, там, еще когда-то, мы вам платим, там, образно говоря, зарплату за это, мы вам там, ну, в общем, есть какие-то условия, есть какая-то определенность, мы понимаем, что мы будем все время работать, вот у нас есть состав людей, вот у нас есть какие-то возможности, какие-то ресурсы, мы можем что-то там делать, менять, то в этом случае это все начинает расти. Потому что одни и те же люди, которые знают, что им еще вместе работать вот через там 2 месяца, они могут провести это время продуктивно. Они могут как-то развиваться, плюс когда они встретятся через 2 месяца, у них уже есть опыт за плечами предыдущего, они уже знают, что нужно изменить, доработать, улучшить, что можно предложить Valve, да, может быть, настойчиво сказать, что нужно больше людей, ребят, нам реально тяжело. Но когда это все происходит в том режиме, что есть сейчас, когда мы просто собираемся раз в год, мы не можем ничего предложить, и вот нам очень тяжело это все улучшить. То есть тут дело не в том, вот что бы я сделал со 100 тысячами, а дело в том, как бы нам это все дело все-таки собрать воедино и вот начать наконец-то работать чаще вместе. Потому что пока мы работаем так, как мы работаем, ну вот мы так вот у нас и получаются какие-то огрехи в итоге. Хорошо, я думаю, что наши зрители смогут оценить работу студии, писать в комментариях. Я думаю, ты читаешь комментарии. Бывает. В принципе, да. Иногда бывает. Отойдем немножечко от этой темы и давай поговорим о такой теме. Вот там многие говорят, что Dota там в начале пути становления, но вот Dota там уже лет 10, да, если брать там первую часть, даже больше. И сейчас, получается, со второй Доты такой прям очень сильный, знаешь, вот совсем-совсем взлет. Не кажется ли тебе, что в какой-то момент этот вот мыльный пузырь, он лопнет, и что будет потом? Вот какое твое мнение на этот счет? Мыльный пузырь Доты лопнет? Ну вот призовых, там много-много призовых, там в какой-то момент, допустим, там Valve скажут, там, да не хотим Доту, там, мы хотим Half-Life 3 делать. Ну, есть такое, как бы, всегда микроопасение, что а вдруг Valve завтра действительно скажут, нам надоело. Тем более, все-таки компания это такая, ну, как мы знаем, что они немножко со своими загадками по-своему ведут дела, да, именно с загадками. Никто не знает, что они хотят. Именно вот с этим-то и связаны некоторые проблемы с работой вот нашей здесь, потому что там мы тоже получаем все какими-то пачками информации, все в секретах, там за 2 дня до вылета ты знаешь там формат проведения. То есть есть такое, но все-таки думаю, что хотя бы тем, что Valve начали очень сильно работать вот над Reborn в Доте, вот над новым движком, и тем, что они все-таки анонсировали эти мейджоры, это, я думаю, задел на то, что, ну, какое-то время, я думаю, может, лет 5 еще они будут ей заниматься, потому что, ну, иначе зачем сейчас вкладывать ресурсы? Ну, логично, ну, да. Как бы ты работаешь там чуть ли не год, насколько я понял, над этим Reborn, и потом ты говоришь, ладно, что-то надоело. Ну,
нет, я думаю, что все-таки раз они начали все это делать, то, значит, планы есть. Планы есть, и еще какое-то время они собираются с Дотой быть рука об руку. Я, кстати, думаю, что, скорее всего, если им потом когда-нибудь совсем надоест, они третью сделают просто, и все. В принципе, да. Хорошо, еще такой вопрос у меня есть. Вот ты часто общаешься с игроками, там видишь, как они себя ведут, и опять же, знаешь, вот такие большие деньги, там многих балуют, наоборот, многих, наоборот, там как-то вот дают будущее, там делают из них людей. Выдели, пожалуйста, хорошие стороны и плохие стороны того, что сейчас происходит там не только в Доте, но вот именно в таком профессиональном киберспорте, как он есть. Именно в плане денег? Именно в плане того, как вот эти все деньги большие меняют людей, к личностей. Молодых игроков, старых игроков. Ну, тут такая проблема, такой немного трудный вопрос, на него трудно хорошо ответить. Но, на мой взгляд, проблема вот возникла в киберспорте с тем, что, особенно вот в Доте, действительно, да, это Valve ее создали. Не, Valve молодцы, как бы, я доволен International, все довольны International, это нереальный ивент, но вот тот факт, что существует в году один турнир, на котором разыгрывают просто какие-то баснословные деньги по меркам киберспорта, он немножко испортил киберспорт. Потому что, например, ну, по секрету могу сказать, за последний год, вот с тех пор, как закончился 4-й International и вот до 5-го, зарплаты игроков по всему миру выросли в среднем в 5 раз. В 5 раз. То есть я не говорю, что это там много кому-то денег платят ни за что там или за что-то. И вообще мне, честно говоря, так-то пофигу. Просто сам факт. Мыльный пузырь раздулся. Вот я об этом и говорил, да. Вот, и многие игроки этого не понимают, но спонсоры не увидели отличия. И, например, спонсоры в 5 раз не начали платить больше. Ну, а за что? То есть, если вчера, образно говоря, какой-то сайт, Natus Windsor, там, например, давал 1 миллион уникальных просмотров в месяц, образно, то, ну, там, не вчера, а год назад, то сейчас он там, например, дает за этот год, там, Natus Windsor поработали, и теперь у них 1 100 000. Ну, там, предположим, на 10% вырос. Это неплохо, на 10% ты вырос за год. Но как бы ты спонсору это показываешь, спонсор говорит, ну, хорошо, мы можем, в принципе, на 10% вам, возможно, повысить и платить теперь вам спонсорский пакет не $20 000, а 22. А зато игроки начали получать вместо 1000 $5000. И как вот тут организация и вот подобных проблем вот на всех уровнях, их реально стало много. То есть игроки начали, ну, откровенно говоря, немножко зажираться. Я не говорю, что это прям плохо. Нет, это нормально, когда игрок говорит, мне не нравится, ну, известный Turn11, мне не нравится то. Это нормально. Но то, как игроки это делают, то, как они это подают, то, как это все устраивается, как детский сад, по-другому не назовешь. Сразу же появляется как бы необходимость как будто бы какого-то профсоюза создать, чтобы игроки могли бы вместе или организации ставить условия турнирам. Но это все настолько тяжелый процесс по факту. Люди думают, что это завтра пришел, там, Снега, Зера, там, поговорили, что-то 2 часа, все, профсоюз создали. Это нереально тяжело, потому что каждая организация, каждый киберспортивный клуб — это огромная инфраструктура, тут нужно подписывать контракты, тут нужно заключать договора на международном уровне. Это такой геморрой, откровенно говоря. И поэтому их не могут просто создать, эти профсоюзы. В итоге все на честном слове. Игроки жалуются, турниры тоже жалуются начинают, потому что игроки жалуются. Потому что International там 17 миллионов, и маленькие турниры просто умирают. Игроки уже не играют на маленьких турнирах. Зачем нам это надо, если есть International? Ну, то есть, да, действительно, есть проблема. Есть проблема. Но, тем не менее, наверное, рано или поздно и эти $17 миллионов призового и зарплаты в $5000 для игрока, это все равно все станет, ну, не копейками, но таким что-то не очень большим. Ну, если сравнить с крупным спортом, то это копейки. А аудитория там вот киберспорта в целом, не только доты, а в целом, она на самом деле не уступает уже некоторому реально крупному спорту. И это как бы факт, просто, ну, до сих пор все это как-то не могут заметить, особенно вот в странах СНГ. Это совсем печально. Да, я тоже читал разные исследования, ты прав. Хорошо, последний вопрос на сегодня. Скажи, пожалуйста, что тебе понравилось и запомнилось больше всего пока что за эти все дни в Сиэтле? Ну, кроме, конечно, режиссерского дебюта Андрея Голубева. Ну, конечно, я не видел вообще Сиэтл. Ну, мы тут прошлись недавно, вот буквально вчера или было это позавчера, я уже потерялся с этими
кучу игр в доту. Прошлись тут до известного краб-спота, место, где все едят крабов, но, к сожалению, он был закрыт. Зато мы увидели какой-то парад. Он был достаточно интересно. Там черт знает, что происходило на этом параде. Мы еле-еле пробрались через толпу людей, которые шли, прям как в фильмах. Потом, ну, с фильма мы сняли, конечно, наш фильм не мог мне не запомниться. Это шедевр. И Андрей, как режиссер, он, конечно, мастер своего дела. Кто еще не видел наш фильм, конечно, смотрите на ютубе. Ну, а больше, на самом деле, ничего не было, кроме риса и курицы терияки. Поэтому в основном запомнилась мне только Дота, которая реально радует, на самом деле, на этом ивенте. Очень красивые игры и очень интересная борьба. Спасибо тебе. Какие последние слова, пожелания для тех, кто смотрит? Смотрите дотку, ребята, спасибо. Работаем для вас. Подписывайтесь на наши все социалочки. Dota 2 Рухаб везде.